Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный творческий мир, а я сегодня буду делать панно из сухоцветов и тростника в деревенском стиле. Панно для кухни. Давайте приступать. Я собрала тростник, я думаю, все знают, как он выглядит. Убрала все лишние листики и нарезала ствол на определенные кусочки, примерно подходящие мне для моего панно. А теперь беру джут и будем соединять все это в единое целое. Таким же образом можно сделать циновку, как их называют, которую можно использовать как подставку под горячее или еще как-нибудь приспособить. Получается такой коврик, который прекрасно скручивается в трубочку. Для начала отрезаем кусочек джутового шпагата, берем с запасом подлиннее, складываем его пополам, и получается по центру у нас такая петелька, если мы сложим его пополам. Эту петельку мы кладем под низ, палочку сверху и продеваем оставшиеся кончики джута вот в эту петельку и затягиваем. Это первый шаг. Затем уже двигаемся по-другому. Разъединяем ниточки, у нас их две получится. Кладем палочку, нити должны быть сверху, на палочке лежат. И под низ мы продеваем эти краешки джута и снова затягиваем. Продеваем именно вот в эти разъединенные нити джута. То есть по центру между двух ниточек мы продеваем все это под палочкой и идем наверх, продеваем нити и затягиваем. Все просто. И будет получаться красивое плетение в виде косички. И так будет коврик держаться достаточно прочно. Сначала мы все это плетем с одной стороны. Можно сделать 3 шва, а я буду делать 2 по краям. Если вы хотите, чтобы еще прочнее держалось, можно сделать 3. Особенно если вы хотите сделать подставку под горячее, можно вообще и 4 шва сделать. Все зависит от того, какой длины планируется изделие. А я пока все это буду плести. Сначала с одной стороны плетем, мне еще долго. Когда ширина этого коврика меня устроит, я тогда уже перейду на вторую сторону. У меня тростник свежий, до конца он у меня еще не высох, но полежал он у меня несколько дней. То есть он все равно уже немного подвял, подсушился. Затягивать старайтесь посильнее, потому что потом еще после высыхания он немножко ослабнет. Если вы подождете, чтобы он полностью высох, то будет лучше. Но я ждать не буду, буду просто все посильнее затягивать. Одна сторона у меня готова. Когда доплетете до конца одной стороны, завяжите на пару узелков. И кончики потом можно обрезать. Их можно потом спрятать, подклеить, чтобы их не было видно. Со второй стороной поступаем точно так же. Отрезаем джут, складываем пополам, делаем петельку и в нее продеваем оставшиеся нити. И плетем точно так же, как первую часть. Старайтесь не перепутать палочки, чтобы это была именно та палочка, которая идет следующей. Потому что их так много, и перепутать очень легко. Вот и все. Плетение простое, элементарное. Заканчиваем коврик. Я такое панно раньше уже делала неоднократно. И делала я его не из тростника, как сейчас, а делала из рогоза. Можно сделать также из травы. Я не знаю, как она называется. Трав очень много. Есть такая высокая трава с тонкими листьями. Она тоже прекрасно подойдет. То есть используйте все, что у вас есть. Просто если это трава, берете пучками. Несколько листьев таких длинных. Берете, соединяете и все это сплетаете вместе. Можно из чего угодно сделать такую основу. Я заканчиваю коврик. Не забывайте сделать 2 узелка в конце, чтобы все зафиксировать, и тогда уже можно отрезать нить. Лишние краешки можно подклеить, либо спрятать вовнутрь крючком, тут уже на ваше усмотрение. И вот вы видите, как коврик хорошо сворачивается в трубочку, он достаточно подвижный и в то же время прочный. Края я выравниваю с помощью ножниц, все обрезаю. И получается вот такая основа. А теперь я взяла такие длинные прочные шпажки деревянные.
чтобы зафиксировать коврик с обратной стороны, чтобы он у меня уже не сворачивался, не складывался, так как у меня это будет панно, а не подставка под горячее или какой-то коврик. Мне нужно, чтобы все это прочно держалось и ровненько. Можно посадить на картон, кстати. Раньше я делала так, сажала эту основу на картон. Сейчас сделаю по-другому. 4 вот такие палочки деревянные хорошо проклеиваем, и все держится отлично. И теперь приступаю к моим любимым сухоцветам, которые насобирала буквально на поле. А это вот у меня единственное, что я покупала. Такие крашеные красивые колосочки желтого и белого цвета. Тысячелистник нарезаю на кусочки. Мне длинные ножки не нужны в этой работе, поэтому их я сразу отрезаю. А дальше уже буду подравнивать под себя. Выбираю такой пучок тысячелистника небольшой и аккуратненько приклеиваю. Мне нужно приклеить тысячелистник пучками. Вот сколько поместится, столько и приклею. У меня вот уже 3 я приклеила. И, пожалуй, еще с краю в углу 1 поместится, угловой. И затем, после того, как я приклеиваю 4 пучка тысячелистника внизу, мне нужно приклеить точно такие же пучки с одной стороны. Я буду приклеивать их слева. И двигаюсь так до самого верха панно. Как вы видите, между пучками тысячелистника я оставляю достаточно заметные промежутки. Делаю я это специально, потом я их буду заполнять другими деталями. А пока это вот конский щавель, такие его соцветия уже сухие достаточно. Нарезаю их на нужные мне кусочки и также добавляю к тысячелистнику, чтобы немного разбавить свою композицию. Они имеют такой насыщенный, красивый коричневый цвет. И как раз таки будут добавлять мне разнообразие в цветовой гамме в моей работе. Приклеиваю по пучку, если маленькие, по 2 вот этого конского щавеля. И будем двигаться дальше. То есть использую все, что нашла на поле. Нашла еще какие-то такие красивые ажурные веточки. Не знаю даже, как они называются. Их, наверное, тоже сейчас используем. Они достаточно нежные, тоненькие, вот вы их видите. Я сейчас их наломаю нужной длины и по одной веточке буквально приклею к каждому пучку. В прошлом мастер-классе я вам показывала сухоцветы аквилегии, коробочки семенные аквилегии или водосбора. Такой красивый цветок, я их использовала в прошлый раз и в этот раз также не удержалась. Наломала их на маленькие детали и теперь вставляю в нижнюю часть каждого пучка, чтобы они вот таким веером слегка спускались вниз и были видны. Они интересного зеленого цвета и будут смотреться, я думаю, очень даже гармонично здесь. Все сухоцветы я приклеиваю на термоклей. Это очень быстро и удобно. Последние годы пользуюсь именно таким способом и именно этим клеем, потому что как-то привыкли к удобствам. Мне нравится, что он застывает моментально, и работу можно сделать гораздо быстрее, чем с другим каким-то клеем. Так, внизу я приклеила уже аквилегию, вставила во все пучки, двигаюсь теперь в верхней части панно. И вот у меня получается такой задекорированный угол из сухоцветов. Второй угол я не трогаю, а вот с этой стороны у меня будет все в сухоцветах. Теперь приступаю к искусственным деталям. У меня есть в запасах искусственный чеснок. Также есть вот такие 3 перца. Можно взять просто горький перец, подвесить его на ниточке. В сухих условиях он высыхает достаточно быстро. Потом его можно покрыть лаком и прекрасно использовать в любых работах. Чеснок можно также смело приклеить. Даже можно, не дожидаясь высыхания головки чеснока, он в сухом помещении сам по себе постепенно высохнет. Поверьте, ничего с ним не случится. И потом будет таким своеобразным сухоцветом, если можно так сказать. Далее беру просто тоненькие палочки, нарезаем из чего угодно, от любых растений, от любых сухоцветов, и делаю вот такой импровизированный маленький заборчик. Сначала приклеиваю вертикальные палочки, а горизонтальные я именно вплетаю змейкой, чтобы получился настоящий заборчик такой. Их обычно плели. И все, и потом подклеиваю, чтобы все крепко держалось.
И у меня есть вот такой половинка такого кувшинчика. Это я когда-то приобретала, это можно все найти в интернет-магазинах, особенно много вот таких маленьких керамических деталей. Если вы забьете в интернете именно декоративные элементы для аквариума, вот там вы найдете много таких деталей. Именно керамика, маленькие кувшинчики, полукувшинчики. Вот можно для таких работ это все приобретать. Это все стоит очень недорого. Искусственные фрукты, ягоды у меня всегда есть в запасе. Они буквально по 5-6 рублей. Я их покупала в магазине для творчества. И вот они у меня долго лежали и сейчас пригодились. Приклеиваю одну веточку черных ягод, мне напоминают смородину. У меня есть искусственные грибы, они были целые, я их разрезала пополам каждый. Они пенопластовые, режутся очень легко. А яблоки и груши оставила целыми и просто приклеиваю произвольно так, как мне нравится, чтобы заполнить основную часть панно. Также возьму несколько лесных орехов, орех-фундук, и тоже приклею. 3 перца я приклеила как раз таки между пучками в нижней части, как вы видите. И еще один полукувшин я приклеиваю уже. Один у меня будет перевернутый на заборе, а второй будет у меня в качестве вазы. Я его наполню сухоцветами. Наконец дошла очередь до покупных сухоцветов, вот этих красивых ярких белых и желтых колосков. Белые я буду вставлять в пучки сухоцветов по углу, как раз таки расположенных снизу и слева. Точно так же вперемешку с аквилегией вставляю, чтобы они были видны. А желтые колосочки я вставлю вот в этот кувшинчик, который у меня будет в качестве вазы. К сожалению, у меня не записался один кусочек видео. Я нарезала флористическую хлопчатобумажную сетку на полоски примерно толщиной 1,5-2 сантиметра. И этими полосками, где-то ширина 1,5-2 и длина где-то сантиметров 8, украсила промежутки между пучками с сухоцветами. Вот я вам показываю, как это выглядит. И все, и вставила именно пучок сухоцветов с желтыми колосками вот в эту вазочку. И все, на этом мое панно в принципе готово. При желании можно было бы покрыть основу лаком до того, как это все приклеивать. Можно покрыть после высыхания основы открытые промежутки, кроме сухоцветов. А мне остается лишь приклеить сзади петельку из джута для того, чтобы я могла повесить свое панно. И на этом оно готово. Вот такое панно для кухни из тростника и сухоцветов у меня сегодня получилось. Надеюсь, вам пригодится мой мастер-класс. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и, как всегда, творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. Пока-пока!